Всем здравствуйте! С вами Любовь. Рада видеть вас на своем канале. В одном из последних видео я шила вот такой вот органайзер. И это не просто коробочка, обтянутая тканью. Его можно разобрать, если он не нужен, собрать и пользоваться, если он понадобился. Также его можно постирать, если он загрязнился. Под видео в комментариях мои зрители писали, что при хранении в такой органайзер попадает пыль. И неплохо было бы сделать крышку. Сегодня я буду шить вот такой вот органайзер. Я в него добавила не только крышку. Добавила еще ручку, чтобы удобнее было доставать с полки. И он будет по-другому складываться. Выглядит такой органайзер симпатично не только снаружи, но и внутри. Он вместительный, удобный, легко собирается и разбирается. И если он вам временно не нужен, его можно сложить и временно отложить на полку. Шить такие органайзеры можно из любого вида тканей. Я шила из обрезков ткани, которые у меня остаются от пошива изделий. На этом органайзере, на клапане, я сделала еще липучку. Внутри он выглядит точно так же. У него есть съемное дно. Легко складывается. В сложенном виде мой органайзер занимает достаточно большой объем, потому что сшит из плотной ткани. Если использовать более тонкую ткань для пошива, например, вязь или плащевку, объем в сложенном виде уменьшится в разы. Собирается такой органайзер очень быстро. Вставили дно и можно пользоваться. На крышке этого органайзера я тоже сделала карманчик для картона. Но этого можно было и не делать. Крышку я стягала и вставляла сюда уплотнитель. Поэтому она плотная и хорошо держит форму. В этом органайзере также нет липучки на клапане. Но хочу заметить, что от этого он не закрывается хуже. Дно в этом органайзере я сделала из плотной мебельной ткани. Но этого делать не обязательно. Можно использовать основную ткань. Думаю, некоторые скажут, зачем шить, морочить голову, если можно купить готовый. Да, сейчас очень большой выбор. Можно купить готовый органайзер. Но стоить он будет недешево. И подобрать нужный размер и цвет непросто. Кому нужен такой органайзер, оставайтесь со мной, будем шить вместе. Перед началом работы вставлю лист с описанием всех деталей и их размеров. В процессе работы все размеры буду проговаривать. Сегодня буду шить сразу два органайзера. Для одного подготовила джинсовые обрезки и для декора буду использовать трикотажные лоскуты и обрезки мебельной ткани. Для второго проекта распорола джинсы черного цвета и тоже взяла трикотажные лоскуты, добавила обрезки мебельной ткани. Взяла два оттенка, пока не решила, какой буду использовать. Собирать полотно буду на кусочках вязи. Размер взяла с запасом 19 см на 85 см. Первое полотно буду собирать в технике Crazy. Начну с уголка. Прикладываю лоскуток лицом к лицу. Прокладываю строчку. Строчку использую длиной 2 мм. Отгибаю, придавливаю, выравниваю и фиксирую булавками, чтобы не проглаживать каждый кусочек. Лишнее отрезаю, чтобы не было утолщения. Подбираю следующий лоскуток. Прикладываю так, чтобы перекрыть все срезы. Переворачиваю и прокладываю строчку. Закрепки по краям не делаю, потому что следующий шов перекрывает предыдущий. Периодически полотно проглаживаю, чтобы все было ровно и аккуратно. Подбираю следующий лоскуток, отворачиваю и пришиваю. Так собираю все полотно. Разметила прямоугольник 82 см на 17 см. По линиям разметки прошла зигзагом и обрезала все лишнее. Отложила припуск на шов 1 см. И дальше всю длину разделила на 4 части по 20 см. Еще подготовила джинсовую полоску шириной 7 см и длиной 82 см. Складываю лицом к лицу и прокладываю строчку. По центру одного из квадратов пришиваю лейбочку и ручку. Второе полотно собрала из полосок.
Под трикотажные полоски подложила мягкую ткань. Простегала листочки. Срезы решила закрыть репсовой лентой. Мне кажется, так будет аккуратней. И лента даст четкий контраст. Также на одном из квадратов пришью ручку и лейбочку. Комбинировать буду с черным джинсом. Дальше пошив одинаковый и буду показывать на одном изделии. Пришила ручку, лейбочку. На джинсовой полоске проложила отделочную строчку. Края полотна соединила в кольцо. Зафиксировала припуск в разные стороны. Для отделки верхнего среза вырезала полоску 4 см шириной и длиной 82 см. Соединила ее в кольцо. Один край обработала зигзагом. Приколола к верхнему срезу. Для крышки органайзера из мебельной ткани вырезала два прямоугольника размером 22 см шириной и 27 см длиной. Один из прямоугольников можно вырезать из подкладочной ткани. Перед пошивом на внутренний прямоугольник по центру пришила липучку. Сделала его покороче на 4 см. На расстоянии 3 см проложила строчку, отогнула и проутюжила с паром. Это будет клапан на крышке. Пока откладываю в сторону. Для подкладки вырезала прямоугольник 82 см длиной и 22 см шириной. Соединю в кольцо и подогну верхний срез. Еще из подкладочной ткани вырезала прямоугольник 42 см длиной и 22 см шириной. Из него сошью мешочек 20 на 20 см. На основной детали продублировала линии деления на лицевую сторону, чтобы удобнее было работать. Напомню, они проложены через 20 см. Напротив квадрата с ручкой вставляю крышку между обтачкой и основной деталью лицом к лицу. Скалываю так, чтобы до шва получилось расстояние крышки 24 см. Это 3 см клапан, плюс 20 см крышка и 1 см на сгиб. Прокладываю строчку по всей длине. Планку вывернула и проложила отделочную строчку. Подкладку соединила в кольцо, подогнула верхний срез. Заутюжила разметку. Выворачиваю изнанкой наружу и вкладываю внутрь основной детали. Соединяю метки. Подкладку относительно основной детали сдвинула вниз на 0,5 см, чтобы в готовом изделии она не выглядывала. Прокладываю строчку по намеченным линиям, соединяя два слоя ткани вместе. Проложила строчки по разметке, а боковые части разделила строчкой еще пополам. Для дна вырезала квадрат 22 на 22 см. Соединяю углы квадрата с разделительными линиями. Соединила дно с боковой частью. Строчку прокладывала лапкой для пришивания молнии. Так намного удобнее, особенно когда прошиваешь толстый слой тканей. Срезы обработала зигзагом. Выворачиваю на лицо. Выправляю уголки и швы. Все швы прошла утюгом с паром. Теперь нужно пришить вторую часть липучки. Закрепила строчкой крест-накрест, чтобы не отходила от ткани. Обратите внимание, когда будете пришивать, подкладку нужно отогнуть. Из картона вырезала 3 квадрата 19 на 19 см и 4 прямоугольника 19 на 9,5 см. Это для боковых деталей и крышки. Для дна вырезала квадрат 20 на 20 см. Размер органайзера 20 на 20 см, но картон рекомендую нарезать на 1 см меньше. Картон имеет объем. Если сделать одинаковый размер, вставить его будет тяжело. Еще рекомендую срезать уголки внизу на боковых деталях, примерно на 0,5 см. На форму это никак не повлияет, а вставлять картон будет проще.
Осталось вставить подготовленный картон между подкладкой и основной деталью. В конце вставляю дно. На него я одела подготовленный мешочек. Органайзер готов. В готовом виде его размер 20 на 20 сантиметров. Конечно, можно купить и готовый органайзер, но найти нужный размер, подходящую расцветку тяжело, да и стоит такая вещь недешево. Вместе со мной вы можете сшить из подходящей ткани и нужного вам размера такую симпатичную корзинку для хранения. При необходимости вы можете вытащить картон, постирать, собрать и пользоваться дальше. Если картон потерял форму, его можно заменить весь или частично. Если временно корзинка не нужна, складываем и убираем на полку до лучших времен. Я для пошива органайзера использовала плотное полотно. Можно сделать вариант из тонкой ткани, например, бязи или плащевки. Можно перешить ненужные вещи, старые простыни или пододеяльники. Я за экономию семейного бюджета, поэтому даю вещам вторую жизнь. Приглашаю вас присоединиться ко мне. Жду ваших комментариев. Пишите, если остались вопросы. Постараюсь на все ответить. На этом я буду с вами прощаться. До встречи в новых видео.